Наследство раздора. В живописном пригороде, где каждый дом был словно картина, написанная умелым художником, разворачивалась драма, достойная пера самых искусных романистов. На улице Липовой, утопающей в зелени вековых деревьев, стоял величественный особняк, вокруг которого и закрутился водоворот событий, навсегда изменивших жизни его обитателей. Елена Викторовна и Андрей Петрович Савельевы, чей брак казался окружающим образцом семейного счастья на протяжении 15 лет, оказались на грани разрыва. Причиной этого стал тот самый особняк, двухэтажный дом с мансардой, окруженный великолепным садом площадью в 30 соток, который достался Елене в наследство от ее родителей. Дом этот не был просто строением из кирпича и дерева. В нем хранились воспоминания 3 поколений семьи Соколовых. Здесь проходили семейные праздники, здесь Елена провела счастливые годы своего детства, сюда она привела своего будущего мужа Андрея, когда они только начинали встречаться. Каждая доска веранды, каждое дерево в саду были пропитаны историей ее семьи, а стены дома словно шептали о прошлом. Все началось год назад, когда родители Елены трагически погибли в автокатастрофе. Горе дочери было безутешным, и единственным утешением служил родительский дом, где каждая мелочь напоминала о счастливом прошлом. Однако Андрей, ее муж, увидел в наследстве совершенно иную перспективу, в которой его финансовые трудности могли быть решены одним махом. В последние годы его строительный бизнес переживал не лучшие времена. Кредиторы требовали возврата долгов, и Андрей видел в продаже дома возможность решить все финансовые проблемы разом. Участок, на котором стоял дом, находился в престижном районе, и его рыночная стоимость с каждым годом только росла. По самым скромным подсчетам, продажа могла принести несколько десятков миллионов рублей, и с каждым днем желание Андрея продать дом становилось все настойчивее. Елена категорически отказалась даже обсуждать возможность продажи. «Этот дом — память о моих родителях, здесь выросла я, здесь должны расти наши дети», — говорила она мужу, чувствуя, как ее сердце сжимается от мысли о том, что ее детство может быть разрушено. Но Андрей становился все настойчивее. Их некогда счастливый брак начал трещать по швам, и ссоры становились все более частыми. Ситуация обострилась, когда Андрей, будучи юристом по первому образованию, начал искать лазейки в законодательстве. Он пытался доказать, что часть средств на реконструкцию дома, проведенную 5 лет назад, была внесена им, а значит, он имеет право на долю в имуществе. Начались бесконечные споры, взаимные обвинения и угрозы, которые обостряли и без того напряженную атмосферу в доме. Елена обратилась за помощью к своей подруге детства Марине, практикующему адвокату по семейным делам. Марина, изучив документы, подтвердила: дом является личным имуществом Елены, полученным по наследству, и не может быть разделен при разводе. Однако она предупредила подругу, что предстоит сложная юридическая битва, так как Андрей не намерен отступать. Андрей, поняв, что законным путем получить долю в доме не удастся, перешел к более агрессивной тактике. Он начал распускать слухи о том, что Елена якобы вела двойную жизнь, что дом использовался для сомнительных встреч, что она не способна содержать такую недвижимость. В их некогда спокойном пригороде начали ходить самые невероятные сплетни, которые портили репутацию Елены и заставляли ее чувствовать себя изолированной от общества. Но судьба готовила неожиданный поворот. В один из вечеров, разбирая старые документы в отцовском кабинете, Елена обнаружила письмо, датированное годом их свадьбы с Андреем. В нем отец писал о своих сомнениях относительно будущего зятя, о том, что навел справки и узнал о темном прошлом Андрея, о махинациях с недвижимостью, о обманутых партнерах по бизнесу. Виктор Михайлович не решился тогда рассказать об этом дочери, не желая разрушать ее счастье, но предусмотрительно оформил дом таким образом, чтобы он никогда не мог быть продан без согласия всех наследников семьи Соколовых. Это открытие стало для Елены одновременно ударом и спасением. Она, наконец, увидела истинное лицо человека, с которым прожила столько лет.
Все его поступки, все финансовые трудности предстали в новом свете. Оказалось, что долги его компании возникли не из-за кризиса, а из-за рискованных сделок и прямого мошенничества, что стало для нее шоком. Вооружившись новыми фактами и заручившись поддержкой Марины, Елена подала на развод. Начался длительный судебный процесс, в ходе которого всплыло множество интересных подробностей. Выяснилось, что Андрей уже давно вел переговоры с крупной строительной компанией о продаже участка, на котором стоял дом. Были обнаружены поддельные документы, которые он готовил для того, чтобы доказать свое право на часть имущества, что шокировало даже самых опытных юристов. Особенно показательным стал эпизод, когда на судебное заседание пришел бывший партнер Андрея по бизнесу, которого тот когда-то обманул. Он предоставил документы, доказывающие систематические махинации Андрея с недвижимостью. Это стало переломным моментом в деле, и суд, рассудив все представленные доказательства, встал на сторону Елены. Суд полностью встал на сторону Елены. Более того, были инициированы дополнительные расследования по фактам мошенничества в бизнесе Андрея. Дом остался в собственности Елены, а ее бывший муж оказался под следствием. Это решение суда стало неожиданной победой, но не избавило ее от горечи. Но победа в суде не принесла Елене полного удовлетворения. Слишком много сил было потрачено, слишком много грязи пришлось пережить. Она поняла, что дом, который должен был быть местом радости и семейного счастья, стал свидетелем самых тяжелых дней ее жизни. Каждый уголок особняка напоминал о ее страданиях и о том, как легко можно потерять то, что любишь. Прошло время. Постепенно раны начали затягиваться. Елена решила вдохнуть новую жизнь в родительский дом. Она открыла в нем небольшой центр детского творчества, где местные ребятишки могли заниматься рисованием и музыкой. Просторные комнаты наполнились детским смехом и звуками музыки, а сад, который когда-то был символом ее горя, стал местом радости и творчества. Жизнь преподнесла Елене важный урок. Иногда то, что кажется проклятием, может стать благословением. История с домом помогла ей увидеть истинное лицо человека, с которым она доверяла, и открыть новую главу в своей жизни. Теперь дом снова стал местом, где создаются счастливые воспоминания, только теперь не только для одной семьи, но и для десятков детей, которые приходят сюда учиться творчеству. Андрей же, потеряв все, был вынужден начать жизнь с чистого листа. Говорят, он переехал в другой город и пытается честным трудом загладить свои прошлые ошибки. Впрочем, это уже совсем другая история. История о том, как легко можно потерять все, когда ставишь жадность выше любви. Эта история о борьбе за наследство стала известна всему городку и послужила уроком для многих. Она показала, что иногда в погоне за материальными ценностями люди готовы переступить через самое святое, через семью, через любовь, через память. Но также она доказала, что справедливость существует, и что правда, какой бы горькой она ни была, всегда найдет путь к свету. Сейчас, проходя мимо этого дома, местные жители часто останавливаются, чтобы полюбоваться цветущим садом и послушать доносящиеся из открытых окон звуки музыки и детский смех. Дом, который мог стать яблоком раздора и быть разрушенным, обрел новую жизнь и новое предназначение. Он стал символом того, что любовь к своим корням, верность принципам и стойкость в борьбе за справедливость всегда побеждают алчность и ложь. Для Елены этот дом остается не просто строением или имуществом. Это живое воплощение памяти о родителях, свидетель ее побед и поражений, символ новой жизни. Каждое утро, открывая двери своего центра детского творчества, она чувствует, что родители бы одобрили ее решение. Ведь дом продолжает жить, продолжает дарить радость и служить людям, как того всегда хотели ее родители. А в саду по-прежнему цветут яблони, посаженные еще ее отцом, и каждую весну их цветение напоминает о том, что жизнь продолжается, что за любой зимой следует весна, и что правильные решения, даже если они даются нелегко, всегда приносят свои плоды.